Представители Ютуба... Я немного... офигел от того, что тема анимации еще кому-то интересна. Поэтому сегодня я запускаю новую рубрику, которая, надеюсь, не проживет одну серию, как это обычно происходит. Тут все зависит только от вашего актива. И перед началом сия дерьма хотелось бы уточнить одну вещь. Я могу оскорблять кого-то, называть программой полной фигней, делать ставки и т.д. и т.п., но не воспринимайте это все всерьез. Это лишь шутки и попытки, разбавить скучный монолог. А для особо надаренных я ставлю даже дисклеймер. Кстати, вот он. Итак, давайте дружненько парами зайдем в этот прекрасный мир анимации, где можно делать все, что душе угодно. Сериалы, интро, синематики и полное говно. Но не будем на это отвлекаться, так как вы, скорее всего, сюда зашли, чтобы научиться делать красиво. А чтобы делать обогенники в Майнматре, даже мозгов не нужно. Итак, вы запустили программу. Я сказал программу. Да, вам нужно использовать нормальные программы по типу My, Cinema, Blender, ну или хотя бы Unreal Engine. Даже несмотря на ужасно неудобный процесс анимации в Unreal, они даже будут получиться лучше. Я буду рассказывать и показывать Cinema, так как я знаю ее как свои 5 пальцев. Может, даже когда-нибудь я буду рассказывать про Unreal, но это явно будет не скоро, да и навряд ли. Вообще, если вы хотите узнать о плюсах и минусах Cinema, то посмотрите мой видос, где я рассказал про Cinema и Майнматр в плане Майнкрафт анимации. И хотелось бы предупредить, я не буду говорить про банальные вещи, а уж тем более не буду полностью показывать процесс анимации. Этого и в интернете хватает. Я буду пытаться вбить в ваш мозг, что анимация это не просто подвигал ручки, ножки и готово. Это процесс, в котором вы будете постоянно тупить, учиться новому, изучать статьи и откапывать старые учебники по биологии. Теперь нам нужно залить персонажа. Для этого... Вообще-то мы тут не гайд на синему делаем. В общем, перса мы залили. Теперь встаньте с киберспортивной табуретки и постойте на месте. Если обратите внимание, ваше тело не статично. Оно производит какие-никакие движения. Почему я на это потратил время? Я обращаю ваше внимание на главную ошибку многих анимаций с Ютуба, да и не только. Это статичное положение персонажей в кадре. Аниме, да и 2D анимации в целом это простительно, так как чтобы заставить персонажа двигаться там, нужно очень много времени и сил. А в нашем случае требуется нажать пару кнопок и подвигать мышкой. Давайте попробуем сделать айдол анимацию. Научите вашего персонажа дышать, слегка подвигывать руками и т.п. Если вы не понимаете, что конкретно нужно сделать, то запишите на камеру, как вы стоите. Если ваша камера не записывает 144p, то вы заметите, как ваше тело двигается без вашего контроля. Сделаем анимацию цикличной. Для этого нужно просто поставить на все кости ключи в начале таймлайна, скопировать и вставить их в конец. Только не забудьте позаменять настройки ключа на сплайн. В Cinema не трогайте кривые ключа, по крайней мере сейчас. Они и так работают правильно. Теперь самый долгий процесс. Просто переносите ваши действия, если вы записывали то с видоса, ну, в 3D пространство. Хотя вы и так записывали 3D пространство, кого это нет вообще. Чикос! Вы получили айдол анимацию, и теперь можете запихивать ее в вашу игру, ну или сохранить на память. Ну или делать с ней что хотите, вообще насрать. Перейдем к анимации ходьбы. Если ваша анимация запланирована так, что ступни ног не будут видны, можно забить болт на следующий шаг. Но если будут, то вам нужно использовать локомоушен. Или айки кости. Или имели мы этот фабрик во все... Говоря по-холопски, это когда ноги или руки персонажа привязываются по глобальным координатам. Люди, которые зашли по рофлу, вообще нифига не поняли. Итак, для Cinema нам нужно создать цепь IK. Для этого выделяем одну конечность, точнее ее кости, и создаем цепь IK. Да, я лох с цепикатором знаю. Нужно произвести такие действия для всех конечностей. Поскольку мы делаем ходьбу, ног будет в принципе достаточно. Теперь, если мы начнем двигать появившиеся объекты, то ноги будут следовать за ними. Теперь уже осталось сделать анимацию. Двигаем таргеты вместо костей ног, а с остальным телом будем играться отдельно. Если у вашего персонажа больше 2 ног, или допустим это паук, то тут нужно изучать анатомию и видео с реальными пауками. А вы-то что думали? Анимация это не раз и сделал. Нужно изучать реальные примеры. А вы думали, красивые сооружения в Майнкрафте делаются без архитектурных правил и прототипов из реальной жизни?
Даже для обычной ходьбы я советую ходить по комнате или вообще это записать на камеру, чтобы вам было проще понимать, как это анимировать. И не забываем про движение таза в ходьбе. Бам, все готово. И если хотите экспортировать эту анимацию, то нужно просто зайти в другой режим, выделить все кости, запечь. Теперь даже если мы удалим таргеты, то анимация все равно будет работать. Это то, что в Cinema, а в других программах, я думаю, вам несложно. Гуглом, я думаю, пользоваться умеете. Я не хочу рассказывать про все движения и подобную дичь, так как иначе будет сотня выпусков. Просто используйте мои псевдосоветы. Если вы не до конца понимаете, что должен делать персонаж при каком-либо действии, то просто посмотрите примеры из реальной жизни. Ну да, ладно. Пилотная серия подошла к концу. В следующих сериях, если они, конечно, выйдут, я буду разбирать вещи из других анимаций, фильмов и показывать, как их сделать. Возможно. А может и нет, фиг его знает. Если хотите, можете написать в комментариях, что разобрать. Пока аудитория этого формата маленькая, скорее всего, ваша тема будет поводом для следующего выпуска. Если она, конечно же, мне понравится. Ну а с вами был Шокер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Жмите на этот гребаный колокольчик, счастливо. Давайте поднимем уровень анимации на новый уровень. Всем удачи, всем пока. Ну и бред, я только что... Вот зачем надо было тональность так понижать себя? Зачем? Почему я пытался это говорить вот таким голосом? Блять, и опять я пытался использовать по минимуму фразу «и так», но машувать. Их опять дофига. Нужно избавляться от этого. Такими темпами каждое предложение будет начинаться с «и так».